Сегодня в Москве состоялось заседание Совета Безопасности с участием Владимира Путина, на котором главная тема обсуждения это было признание независимости ДНР и ЛНР. Буквально перед этим, собственно, руководители ЛНР и ДНР попросили Владимира Путина о признании независимости. Нам нужно ответить на вопрос, который поставлен давно и зафиксирован в обращении Государственной Думы к главе государства. Что интересно, обычно мы смотрим на все эти Советы Безопасности в записи по каким-то пресс-релизам, но здесь нам вроде как даже показывали это заседание в прямом эфире, и Владимир Путин даже подчеркнул, что он заранее ни с кем из участников не обсуждал и собрал их всех, чтобы послушать их мнение. И опять же, все это происходило в прямом якобы эфире. Почему якобы? Потому что журналисты обратили внимание на часы, которые там у кого-то неправильно показывают время и так далее, но мы будем условно верить, что все это действительно происходило в прямом эфире. В целом, все выступавшие на этом Совете Безопасности говорили примерно одни и те же тезисы, которые, в принципе, мы давно слышали, если вы смотрите там российские федеральные каналы. То, что Украина во всем виновата, то, что Украина нарушает и не выполняет Минские соглашения, то, что Украине не нужен Донбасс, то, что произошло в Украине в 2014 году, это был госпереворот, то, что Украина вообще не самостоятельная страна, марионетки США, и фактически это американцы все это ведут. То, что американцы и НАТО нас не слышат, не хотят обеспечивать наши требования, которые мы им дали по гарантиям безопасности, и отодвигать НАТО, ну и так далее, и так далее. И практически каждый выступавший говорил, что пора признавать Донбасс, пора признавать ДНР, ЛНР, пора признавать независимость, что там каждый день погибают люди, а это, между прочим, граждане России, потому что 800 тысяч человек уже получили паспорта, но, по словам, опять же, выступавших, желающих получить этот паспорт гораздо больше. Что интересно, Путин довольно прямо и жестко спрашивал каждого выступавшего, нужно ли признавать ДНР и ЛНР, и все как один, не было ни одного, кто был против, все как один, они говорили, что признавать надо. Мы не можем смотреть равнодушно, все уже 8 лет, на то, как издеваются над нашими соотечественниками, над нашими гражданами. Поэтому я не вижу другого пути. Уже несколько лет Луганская и Донецкая Народные Республики, граждане этих республик с надеждой смотрят и просят Российскую Федерацию защитить их. И я абсолютно убежден, необходимо реализовать их право и защитить их. Убежден, что принятие решения о признании этих республик как раз и будет способствовать этому. Мы реализуем эту надежду. Считаю, что нам не оставили выбора, поэтому я однозначно говорю, да, надо признавать. Если ситуация будет развиваться по такому пути, а никаких признаков улучшения нет, то единственным выходом в этом случае останется признание правосубъектности соответствующих территорий. 351 голос депутатов из 450 высказались за немедленное направление президенту обращения с просьбой признать Донецкую Народную Республику и Луганскую Народную Республику. Самое страшное, что делает Запад, пытается столкнуть два славянских братских народа. Ну сколько еще можно уговаривать? Ну сколько еще можно объяснять? Ну надо в конце концов принимать решение. И поэтому единственное решение – это признание. Необходимо признавать эти республики, их правосубъектность. Но я хотел внести поправку, признавать в тех границах административных, в которых эти республики и народы этих республик находились до оккупации их вооруженными силами Украины. Я считаю, что мы должны признать Луганск и Донбасс. Конечно же, признание этих республик обязательно. И хочу сказать, нам нужно идти дальше для того, чтобы защищать свою страну. Мы понимаем, что давление будет запредельным, но мы понимаем и каким образом этому давлению противостоять. Кстати, интересный момент относительно не просто признания независимости ДНР и ЛНР, а относительно включения в состав России ЛНР и ДНР. На Совбезе некоторые спикеры как бы случайно оговорились о необходимости именно включить в состав России ЛНР и ДНР. Хотя Владимир Путин сразу их поправил, что об этом речи не идет, но тем не менее, да, такие оговорочки по Фрейду могут говорить о том, что разговоры все-таки идут, и люди просто на нервах в прямом эфире что-то перепутали. Поддерживаю предложение о вхождении
Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации. Да, мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Мы говорим о признании их независимости или нет. Я поддерживаю предложение о признании независимости. И после завершения Совета Безопасности Путин сказал, что решение будет принято в тот же день, и оно было озвучено. Россия признала независимость ЛНР и ДНР. Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение. Незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Вообще, последние дни на Донбассе все беспокойнее. Ну, как говорится, откровенно запахло войной. Ну, по крайней мере, если верить заявлениям руководителей непризнанных республик. 18 февраля глава ДНР и ЛНР, они вообще начали эвакуацию своих граждан в Россию из-за угрозы атаки со стороны Украины. На линии соприкосновения Украины и непризнанных республик участились случаи боевых столкновений. А 20 февраля руководство ЛНР уже заявило о 2 погибших мирных жителей. Следственный комитет возбудил по этому поводу уголовное дело, а Беларусь объявила, что совместные с Россией учения на украинской границе будут продолжены. Я напомню, что они как раз 20 февраля должны были закончиться. Но не закончились, наши войска там остаются. 21 февраля ФСБ сообщила, что выпущенный с территории Украины снаряд разрушил помещение, в котором несут службу российские пограничники в Ростовской области. А пресс-служба Южного военного округа заявила об уничтожении 2 боевых машин пехоты армии Украины, которые якобы перешли границу все той же Ростовской области. В Киеве и то, и другое обвинение отрицают. Вообще, если вы следите в последнее время за новостями, то, скорее всего, вы видите огромное количество фейков, даже, возможно, не обращая внимания на то, что это фейки. Очень сложно отделять, где сейчас правдивая информация и где нет, потому что стороны заявляют ровным счетом противоположное. Кроме того, кадры и страшилки, которые нам показывают, на деле выглядят весьма сомнительно. Да? Например, я вот упомянул обстрел, как заявили в ФСБ, пограничного пункта. Если, как вы себе представляете, пограничный пункт, там комплекс здания, какой-то КПП и так далее. Но на кадрах, которые они выложили, мы видим просто какую-то будку непонятную, в которой явно никто не нес службу. Кроме того, характер разрушений вызывает вопросы. Почему? Потому что эта разрушенная будка, опять же, если верить официальным пресс-релизам, она находится на расстоянии 37 километров от линии соприкосновения. А у Украины нету оружия, которое могло бы на такое расстояние неизвестно какие там снаряды кидать. Да, насколько я понимаю, это только Смерч может и пионы, которые у Украины есть, но характер разрушения от них будет совершенно иным. Мы сейчас не будем останавливаться на фейках и на разборе, кто что говорит. Я думаю, кто интересуется темой, вы без труда и так разберетесь, если будете следить. Потому что в этом ролике нам важно немножко другое. 15 февраля Госдума направила Владимиру Путину обращение с просьбой признать независимость Донецкой и Луганской республик. Понятно, что агрессия со стороны Украины, мнимая или реальная, опять мы сейчас это не разбираем, должна, по идее, только подтолкнуть президента России к признанию независимости этих республик. Так что 21 февраля главы ДНР и ЛНР уже сами обратились к Путину с просьбой о признании такой независимости. И опять же, события последних дней они выглядят так, будто для этого признания усиленно готовят почву. Сегодня мы поговорим с вами о том, чем это признание грозит России в целом и каждому из нас в частности. Сейчас мы узнаем, чего ждать в ближайшее время, а пока ставьте лайк этому ролику, пишите в комментариях, что вы думаете по поводу всего происходящего. На новостях о признании обвалились акции российских компаний, где-то минус 10, минус 15%, это огромный обвал рынка. Также доллар и евро опять ушли к 80 и 90 рублям, соответственно. И здесь можно, конечно, что угодно говорить, да, что какая нам разница и так далее, но в любом случае происходящие события, они коснутся каждого из нас. Они отразятся на зарплате, они отразятся на ценах, они отразятся на бизнесе и так далее, и так далее. И это нельзя игнорировать. То есть война еще не началась. Еще даже до того, как признание, непризнание и так далее, рынки уже реагируют, меняются курсы. Все это влияет на нашу жизнь. Я сразу хочу предупредить, что этот ролик я постарался избавить от какого-то пафоса и разобрать вопросы сугубо утилитарные. Да? Я не хочу сейчас вдаваться в подробности, должны мы спасти русских людей, угрожает им что-то или не угрожает и так далее, потому что на эту тему уже было снято много материалов, в том числе я на тему высказывался. А сейчас я хотел бы остановиться исключительно на том,
как признание ЛНР и ДНР отразится на жизни каждого из нас. А оно, безусловно, отразится. Кстати, прощупывать почву за жителей России взялся на прошлой неделе депутат от КПРФ Казбек Тайсаев, который заявил, что народ России готов отказаться от 13-й зарплаты ради признания независимости Донбасса. Народ России сегодня поддерживает полностью наше постановление и готовы отказаться не только от 13-й зарплаты. Кстати, что интересно, семья Тайсаева, как выяснила русская служба BBC, владеет имуществом на 110 миллионов рублей, в том числе большой квартирой и рестораном в районе Арбата. Тайсаев уже, кстати, подтвердил, что его семья готова терпеть лишения ради Донбасса, ну а мы решили узнать, готовы ли жертвовать свою зарплату Донбассу россияне, у которых нету 100 миллионов и ресторана на Арбате. Ну, вы тоже, кстати, в комментариях пишите, согласны ли вы отдать свою 13-ю зарплату ради признания независимости ЛДНР. Ну и не забудьте поставить лайк этому видео. Я не готов отдавать ничего за признание ЛНР, ДНР. Пусть живут у себя. Им там хорошо, а нам здесь хорошо. Я не готов отдать 13-ю зарплату за признание ЛНР и ДНР. Я глубоко убежден, что этот вопрос давно решенный. И это должно решаться на уровне глав государств. Если бы я попала в такую ситуацию, я бы свою зарплату, конечно, не была готова отдать. Если бы у меня была 13-я зарплата, я бы пожертвовала, да. Да, потому что всем надоела эта война. И живые люди, у меня даже есть не родственники, знакомые, которые пострадали там. В принципе, что такое 13-я зарплата, я уже давно не слышал. А по поводу того, что, я считаю, что главное, чтобы не было войны. Им легко распоряжаться чужим имуществом, которое им не принадлежит, по сути, потому что их зарплата выплачивается из налогов моих, ваших и так далее. И им, конечно, легко рассуждать о чьих-то чужих деньгах и так далее. Пусть они отдадут сначала свою 13-ю зарплату. Я думаю, нет, потому что, мне кажется, мало кто из россиян вообще готов что-то сейчас от себя отдать. Нам в большинстве живется не так просто. Для начала давайте вспомним, как вообще появились ДНР и ЛНР. Донецкая и Луганская народные республики возникли в 2014 году на востоке Украины. Причиной их отделения называют, официально, недовольство жителей Донбасса новым руководством страны, которое пришло к власти в результате Евромайдана. Донбассов якобы не устроила европейская, а не российская ориентация новой украинской власти. Вообще они посчитали, что это госпереворот. А еще их напугали мифическими поездами карателей, на котором бойцы запрещенного в России правого сектора должны были приехать на восток Украины, чтобы казнить людей за использование русского языка. Эти страшилки вы хорошо помните сами. В результате активных боев около трети Донецкой и Луганской областей оказались неподвластны Киеву и объявили о своей независимости. Украинская сторона утверждает, что в этих боях принимала участие российская армия. И утверждает, кстати, не беспочвенно, этому есть достаточное количество подтверждений. В России, тем не менее, утверждает, что регулярных войск в Донбассе нету, есть лишь добровольцы, опечаленные судьбой братского народа. Хотя, опять же, анализ тех материалов, которые есть, показывает, что, судя по всему, российские регулярные войска и российское оружие принимало участие во всей этой кампании. И сейчас, не знаю, надо, видимо, совсем не анализировать информацию и не следить за ней, чтобы это как-то отрицать. Так или иначе, а ДНР и ЛНР уже почти 8 лет живут в статусе непризнанных государств. Их независимость до сих пор признала лишь Южная Осетия, которая такая же непризнанная. У Осетии, правда, есть над Донбассом небольшое преимущество, потому что ее Россия уже признала, а вот ЛНР и ДНР пока еще нет. Здесь надо сказать, что эти 8 лет они не принесли мира и стабильности и процветания Донбассу. Там все сегодня очень-очень плохо. Регион сильно обеднел, когда-то вообще был один из самых богатых регионов Украины, но теперь предприятия разрушены, внешней торговли практически никакой нету, а люди вынуждены ездить на заработки в Россию. Живут они в первую очередь тем, что получают определенные дотации от России, плюс существует какая-то внутренняя экономика. Да, с Украиной были контакты, были экономические связи, были достаточно большие поставки угля, которые шли туда до последнего времени, потому что с недавних пор это стало слишком токсично. Мы помним дело против Порошенко в связи с этим, который был выведен чуть ли на государственную измену. А сейчас в основном продукция того, что там еще осталось и существует, оно через разного рода прокладки, зарегистрированные то ли в Абхазии, то ли в Беларуси, уходит в основном в Россию. Объективной статистики нет, потому что огромная там доля вот этой серой непрозрачной экономики. И
признанных цифр мы там не видим. Если бы, ну, можно сказать так, если бы был там какой-то заметный экономический подъем и повышение уровня жизни, не сомневайтесь, об этом говорили бы из каждого утюга. Они связаны с Украиной гораздо теснее, чем нам может казаться. Вот, надо понимать, что все равно идет достаточно значительный поток социальных платежей идет с Украины, и точно так же достаточно значительный поток социальных платежей идет из еще откуда-то, да, мы не можем официально об этом говорить, поскольку это реально никак не подтверждается, но тем не менее, естественно, что если там проживают люди, получившие гражданство России, они также обеспечиваются и социальными выплатами, которые гражданам России положены. Да? Понимаете, о чем я говорю? Могу опираться только на цифры. Вот. Но также очевидно, что никакого маломальски значительного, не то что значительного экономического роста быть там не может. Есть только за последние 8 лет серьезный экономический спад. На пространстве бывшего Советского Союза вообще хватает непризнанных республик. Это и Нагорный Карабах, и Приднестровье на границе Молдовы и Украины, и Абхазия с Южной Осетией, которые грузины считают своей территорией. Из всех непризнанных республик России признаны последние две. Произошло признание в 2008 году после того, как Грузия решила вернуть себе контроль над этими территориями. Военный конфликт между грузинскими войсками и российскими миротворцами вылился в полноценную, хоть и короткую войну. По ее итогам Россия не позволила Грузии вернуть контроль над Абхазией и Южной Осетией и признала их независимость. Что же им это дало? России стало проще размещать там свои войска. Но в остальном это все такие же нищие территории, которые живут на дотации России. У них нет своей экономики, их граждане получают российские паспорта, там, пенсии, выплаты. У этих республик нет никаких международных связей. Фактически, признание со стороны России только исключило возможность интеграции Абхазии и Южной Осетии обратно в Грузию. Даст ли такое же признание больше республикам Донбасса? Если Россия признает их независимость, государственный суверенитет, то она устанавливает с ними межгосударственные соглашения. Дальше они могут входить в какие-нибудь наши союзы и объединения от Евразийского союза до ДКБ. Они могут обращаться, что называется, как государство к государству, например, за военной помощью, как это сделала Сирия, после чего Россия может свои вооруженные силы уже туда отправлять официальным образом. А для этого нужно разрешение Совета Федерации, как это было и в предыдущих случаях, когда вот такие ситуации у нас возникали. Понятно, что в большинстве случаев эти люди обладают российским гражданством или получают российское гражданство. Да? То есть от признания ДНР и ЛНР для них никаких последствий в этом смысле не будет, да, потому что паспорта ДНР и ЛНР, естественно, не будут никем признаваться. Трудно сказать, что признание независимости даст обычным жителям Донбасса, но для руководства непризнанных республик выгода от этого точно будет. А вот зачем такое признание России? Понятно, что сами депутаты говорят, что все это для защиты жителей Донбасса. Но ведь ситуация там не меняется уже не первый год. Да и в КПРФ о признании республик заговорили еще в 2017 году. Почему же к активным действиям депутаты перешли только сейчас? Может, ждут такого же скачка народной любви, какой был после присоединения Крыма? Если мы вспомним ситуацию 2008 года, когда признавалась Абхазия и Южная Осетия, то в данном случае президент внес тогда в Думу предложение это признать, и Дума проголосовала за. Сейчас пока такого ничего нет, и я предполагаю, что такого ничего и не будет. Просто потому что на сегодняшний день вот эта подвешенная ситуация с республиками, она для Кремля гораздо важнее, чем какая-то форма регулирования, даже столь как бы странное, как их признание. Мы имеем некоторое количество опросов на эту тему, в котором респондентам задавались эти вопросы, где-то приблизительно года с 17-го. У нас есть такие данные. Самое последнее, что вот мне удалось найти, это апрель 2021 года, опрос Левады. А в ЦИОМ тоже на эту тему людей спрашивал. Ну, что там получается? Результаты у них, кстати, очень-очень схожи у этих двух социологических служб, то есть, очевидно, действительно тут есть какое-то довольно устойчивое общение
общественное мнение, приблизительно около 25-28% поддерживают признание независимости, меньшее количество респондентов поддерживают возможное присоединение к России, есть процент, по-моему, 16%, которые считают, что они должны вернуться в состав Украины. Вот такой расклад общественного мнения, судя по всему, достаточно устойчивый. То есть какой-то большой радости это не вызовет в России, по крайней мере, пока это не похоже. Но что касается, собственно, второго вашего вопроса, повлияет ли это положительно на поддержку президента, например, да, на уровень доверия к нему, одобрение его деятельности. Судя по тому, как подается телевизионная картинка, этот шаг России будет, соответственно, демонстрироваться как гуманитарный. То есть вот там всякие несчастья происходят, обстреливают мирных людей, они бегут. Вот мы признали их независимость, чтобы их защитить, чтобы остановить агрессию. Это абсолютная калька с того, что происходило в 2008 году, Абхазия, Южная Осетия, российско-грузинский конфликт. Что называется, вот просто один в один. А в принципе большинство респондентов, видимо, солидарны в том, что Россия должна как-то помогать этим территориям. Тут едины и патриоты, которые считают, что это вообще русская земля, и либералы, которые считают, что Россия виновата в том безобразии, которое там творится, поэтому как бы вот должна теперь хоть что-то для этих людей сделать. Понятно, что события вокруг Донбасса разворачиваются не на пустом месте, а на фоне слухов о нападении России на Украину. О подготовке к войне уже несколько месяцев говорят западные СМИ и политики. При этом говорят президенты, говорят руководители спецслужб. Даже, если помните, была озвучена твердая дата 16 февраля. Да-да, тот самый день, когда главы ДНР и ЛНР вроде как записали объявление об эвакуации. Тогда Россия стала показательно отводить войска от украинской границы, но рост напряжения на Донбассе, и особенно сведения о нападении на республики со стороны Украины, дают российским властям отличный повод применить силу. Напомню, изначально говорилось, что провокация в Донбассе — это один из сценариев, при котором Россия начнет военную операцию. И сейчас все на это очень похоже. То есть все смеялись там над западными разведками, над западными СМИ, но пока все развивается ровно так, как они и предсказывали. Единственное, немножко все сдвинулось по времени. В то же время война пока не началась, а значит ситуацию в ДНР и ЛНР Владимир Путин еще может использовать для своей выгоды. Он продолжает торг с Западом, пугая глобальной войной и требуя от НАТО подвинуться. Я бы сказала, что это попытка создать, да, то есть еще один переговорный ресурс, да, то есть такой рычаг для России. Да, то есть вот, а есть еще вот такой вот вариант. Но, по крайней мере, да, вот когда это предложение от Госдумы прозвучало в первый раз, то я восприняла его именно так, да, что есть вот еще вот такой вот вариант, что мы можем еще признать ДНР и ЛНР. Вот, не будете взаимодействовать так, как, да, то есть интенсивно, как мы бы хотели, чтобы вы взаимодействовали. В таком случае пойдем на такой радикальный шаг. То есть я это изначально воспринимала как рычаг давления. Сейчас, вот в связи с эскалацией, этот рычаг, скажем так, он становится более осязаемым. Когда это думское обращение было принято, то, как мы с вами сказали, президент в тот же день сказал, что вот видите, депутаты реагируют на настроение избирателей, они, как во всех странах, чутко их ощущают, и поэтому вот видите, как у них прямо из груди рвется это самое обращение. Но мы все-таки считаем, что Минские соглашения должны быть соблюдены, а согласно Минским соглашениям, как вы понимаете, весь труд по реинтеграции этих территорий возлагается на Украину. А точно так же можно продолжать вести себя и дальше. Можно сказать, что это мы раньше так полагали, а теперь, когда какие-то там диверсионные группы начали их свирепо обстреливать, и вот тысячи людей бегут из своих домов, мы уже так больше не можем поступать, мы должны вот людей защитить, из них, опять же, 800 тысяч наших с вами сограждан, людей с российскими паспортами, поэтому теперь-то мы и признаем вот эту самую независимость для того, чтобы иметь возможность легитимно им помогать вот защищаться от внешней агрессии. Сейчас это выглядит довольно вероятно.
Иначе не очень понятно, зачем нужно было Думе вот, собственно, заниматься этими своими обращениями. В думскую самодеятельность никто не верит. Я, поскольку занимаюсь ею, в смысле Думы, верю в это, может быть, больше других. Я знаю, как, например, для председателя Государственной Думы важна ее политическая субъектность и как ему хочется, чтобы все, что происходило, как-то вот происходило, если не исключительно на думской площадке, то, по крайней мере, с ее участием. Тем не менее, действительно, целый ряд шагов выглядит как шаги по подготовке и общественного мнения, и юридической базы для такого признания. Не очень понятно, что это даст Российской Федерации в смысле каких-то политических выгод, но это, опять же, уже область внешней политики, может быть, я в этом чего-то не понимаю. Знаете, она может признать его хоть сейчас. В России не существует как субъект. Есть Владимир Владимирович Путин, который тождествен стране и который может сделать все, что он хочет. Если говорить с точки зрения какой-то политической разумности, то, наверное, имело бы смысл это сделать, если бы Украина начала широкомасштабное военное наступление. То есть, если бы действительно там несколько десятков тысяч украинских военных начали скоординированную атаку на линии соприкосновения с целью захвата там, Донецка и Луганска, в этой ситуации, наверное, помощь российских военных была бы разумна, и признание этих территорий именно для того, чтобы оказать эту помощь, потому что на сегодняшний день мы считаем это Украиной, да, помощь Донбассу, это приблизительно то же самое, как если бы, допустим, американцы там, в 1995 году перешли грузинскую границу, начали помогать Чечне, которую они признавали частью России. Вот ситуация абсолютно похожа, да. На территории Донбасса украинское руководство считает его отколовшейся сепаратистской территорией с бандитами во главе. Ровно так же, как мы считали Чечню в начале 90-х. Поэтому, опять-таки, входить туда сейчас очень чревато, даже с учетом российской риторики. Потому что мы не признавали до последнего времени Донбасс независимой территорией, независимым государством. Чтобы войти туда, нужно его признать. Вот если Украина атакует, то следующий шаг: Россия признает независимость, руководство независимых республик просит Россию военной помощи, она вводит туда войска. О мотивах российской власти можно рассуждать долго, но обычным людям важны не столько мотивы, сколько последствия этих действий. За нападение на Украину России грозили невиданными экономическими и политическими санкциями. Понятно, что потенциальное признание независимости Донбасса незамеченным тоже не пройдет. Кроме того, естественно, мы столкнемся с западными санкциями как Европейского Союза, так и Соединенных Штатов. Какие это будут санкции? Ну, тут можно дискутировать. Я думаю, что это будут не только личные санкции, но и некоторые секторальные санкции. Насколько они будут тяжелыми, можно обсуждать, да, то есть мы слышим, что различные варианты есть у Вашингтона и Брюсселя относительно санкций. Различные по степени тяжести, они, собственно, не раскрывают их полностью, но, да, то есть так вот контурно очерчивают, что это может быть. И понятно, что российской экономике от этого ничего хорошего не будет. Я думаю, что санкции, наверное, будут несколько мягче, нежели если бы состоялся тот сценарий, который рисовали и рисуют на Западе, да, с полномасштабным вторжением на Украину. Но в то же самое время я бы не сказала, что нужно ожидать каких-то очень мягких санкций. Особенно опасными кажутся экономические санкции, ведь есть риск, что россиянам придется расстаться не только с 13-й зарплатой. Реальные доходы населения России не растут с 2014 года, повышение зарплат съедает рост цен, экономика находится в стагнации. Правда, в резервном фонде накоплено уже больше 600 миллиардов долларов. Вот только дойдут ли эти деньги до людей? Вот в чем вопрос. Что же будет, если экономических санкций будет еще больше? Если опираться на официальные данные Росстата, то за последние 8 лет, начиная с 2014 года, рост экономики России составлял меньше 1% в год. То есть это означает, что нет никакого роста благосостояния мы не видим, а рост зарплат он съедается ростом цен и ухудшением качества нашего потребления, качества нашего ассортимента. То, что происходит сейчас, это санкции, которые не дают реализовываться каким-то проектам, но ущерб от этих санкций российский государственный бизнес, он перекладывает, что называется, на потребителя. Да? Наши с вами доходы стагнируют,
А вот объем вывоза капитала из России, да, там в интервале от 50 до 100 миллиардов долларов в год, он как был, так и идет. Да? То есть верхушка российской экономики, она от санкций страдает не очень сильно. То, что произошло, то, что было введено до сегодняшнего дня, по большому счету серьезного влияния на российскую жизнь не оказало, потому что все санкции, они сводились в первую очередь к санкциям против нефтегазовой отрасли, куча персональных санкций, включая санкции против Путина, которые, конечно, болезненные психологически, но не экономически. Плюс к этому ограничения на расчеты с несколькими крупными российскими банками, что тоже, в общем-то, можно обойти, ну и так далее. То есть, еще раз повторю, мне кажется, что санкции, безусловно, последуют, но какой-то трагедии для российской экономики они не составят. Ну, может быть, там темпы роста упадут на 0,5% в год, что вполне допустимо в нынешней ситуации. Что же касается того, что будет делать Кремль, вот это гораздо более интересный вопрос, потому что санкции могут быть несущественными, но Россия, признав Донбасс или начав войну в Украине, она, конечно, станет абсолютно международным изгоем, потому что к этому уже Запад полностью подготовил общественное мнение большинства стран. И как следствие, инвесторы действительно побегут, будет огромный отток из российских активов денег, будет серьезный удар по рублю. Для нас, если говорить какие-то жесткие санкции, ну, доллар будет не 80, не 75, не 80, будет 100. Да? Сократится качество и объем нашего потребления. Сократится возможности поездок за границу, да? Потому что они могут, там, часть карточек российских банков перестанут работать. Знаете, в России есть накопленные резервы Центральным банком порядка 640 миллиардов долларов. Из них приблизительно около 200 находится в фонде национального благосостояния. Из оставшейся части некое количество находится в долларовых инструментах, но не слишком большое, порядка 14%. А остальные в евро, в юанях, в золоте. То есть проблема заключается в том, что если санкции не затронут, собственно, Центральный банк, они не должны его затрагивать, потому что по всем правилам центральные банки являются независимыми от государства институтами, и это прописано в нашей Конституции, то по большому счету проблем не будет, потому что резервы достаточно для того, чтобы балансировать бюджетный дефицит, если он образуется на несколько лет, но да, и они достаточно приблизительно для трехлетнего объема импорта, который критически важный импорта, который идет в Россию. Что касается бюджета, еще раз повторю, нынешние цены на нефть, они вполне позволяют России свои концы с концами, даже получать профицит бюджетный. В случае, если начнется война или обострение ситуации продолжится, цены на нефть пойдут только вверх, и в данном случае это станет каким-то дополнительным плюсом для России. Как я уже говорил, Россия либо просто поддерживает непризнанные республики на территории бывшего СССР, либо признает их независимость, но не включает в свой состав, хотя разговоры такие идут регулярно, например, насчет Абхазии и Южной Осетии. Исключение до сих пор было только одно – Крым, который стал частью России фактически в тот же день, как объявил о своей независимости. Но может ли Донбасс рассчитывать на то же самое? Я думаю, что это будет катастрофическим неправильным решением, просто потому что за эти 8 лет территория действительно превратилась в криминальный анклав. И, так сказать, получить ее в состав России с теми боевиками, которые там существуют, с разваленной экономикой, это было бы самым плохим решением всех возможных. Присоединение Крыма вызвало невиданное в социологии явление, которое называется теперь у социологов крымским консенсусом или крымской эйфорией. Это длилось около 3 лет и представляло собой действительно из ряда вон выходящее единение самых разных социальных групп, демографических страт, имущественных групп. А вот в этом вот общей, так сказать, радости по этому поводу. Такие штуки, что называется, раз в 100 лет случаются. Ничего похожего ни по отношению ни к какой другой территории, ни Белоруссии, ни уж тем более вот этим самым восточно-украинским областям, которые воспринимаются и справедливо воспринимаются как просто такие места несчастья, ничего подобного не будет. Крым – это такая мечта всякого советского человека,
привет из детства, подарок на Новый год. Поэтому, конечно, это вызвало действительно практически всенародную радость. Тут ничего подобного. По крайней мере, глядя отсюда, из сегодняшнего дня, не видно, чтобы присоединение вызвало какой-то восторг, чтобы это было ожидаемое, желаемое событие. Это ведь все вопрос цены. Граждане уже более-менее понимают, что у внешнеполитических побед и у внешнеполитических радостей есть своя стоимость. И они эту стоимость, в общем, видят каждый день, приходя в магазин. Не включение в состав не будет интерпретироваться как аннексия. Да? То есть вот если мы посмотрим на все последние конфликты, то, скажем, все, что произошло в Крыму в 2014 году, носило исключительно мирный характер. Да? То есть такой вот образцовый конфликт, который образцово уже быстро и закончился. Да? Но в то же самое время это означало, да, изменение границ, да, в Европе, и это четко концептуализировалось Западом как аннексия, да, как, соответственно, превращение своей территории за счет территории другого государства. Вот поэтому, в принципе, вот первое поколение санкций и Европейского Союза и Соединенных Штатов, оно связано именно с присоединением, аннексией, как хотите, да, Крыма, присоединением российской трактовки, аннексии, соответственно, в западной трактовке, собственно, Запад и вводит санкции. Если вы говорите, что если все-таки Россия решит признать, да, эти территории не просто независимыми, а территориями, которые входят в ее состав, да? То есть, ну, понятно, что это экономические последствия довольно серьезные в плане, да, вот, восстановления этих территорий. Это, естественно, санкционные последствия, которые также выступят ограничителем роста, да, падением нашего с вами благосостояния, наверное, еще большими сложностями для банковского сектора, раз для банковского сектора, значит, и для малого и среднего бизнеса. С точки зрения международных отношений, я думаю, что Россия окажется ну, не в абсолютной изоляции, но, скажем так, Россия станет для Запада еще большим изгоем. И да, Западом, естественно, международные отношения не ограничиваются, но в то же самое время в значительной степени все-таки Запад продолжает диктовать нормы, да, то есть, или, скажем так, очерчивать нормы, по которым мир развивается. И с нами просто перестанут практически разговаривать по большинству вопросов, за исключением, наверное, военно-стратегических вопросов. Россия при этом не потеряет, да, то есть абсолютно, да, то есть своих партнеров, да, потому что понятно, что есть многие страны, которые в той или иной степени недовольны международными процессами, недовольны Западом. И в этом смысле они, конечно, будут выстраивать отношения и с Россией, балансируя, да, или используя эти отношения как ресурс переговорный с Западом, но влияние России на международной арене, безусловно, уменьшится, с моей точки зрения. Потенциальное включение Донбасса в состав России опасно не только политически. Тут опять всплывает финансовый вопрос, ведь разрушенный регион с нулевой инфраструктурой содержать будет очень непросто. Что касается того, насколько она обходится России, ну, смотрите, да, оно частично обходится. Есть платежи пенсий российским гражданам, которые получили паспорта, получили их больше 1 миллиона человек. Пенсионеры там далеко не все. Плюс к этому есть наверняка определенные поставки товаров, которые, скорее всего, не оплачиваются, но это официально нигде не признается. Безусловно, там существуют российские какие-то воинские части и советники, которые тоже оплачиваются из бюджета Минобороны, что тоже не признается. Ну и вот сам вершина айсберга – это те пособия на эвакуированных, которые сейчас стали выдавать. Но они тоже исчисляются, я бы сказал, ну, десятками, сотнями, может быть, миллионов рублей, но никак не десятками миллиардов. Поэтому я думаю, что в нынешней своей ипостаси Донбасс может существовать сколь угодно долго. Для российского бюджета, у которого был первичный профицит 2,5 триллиона в этом году, это вообще ничто. Украинская сторона говорит, что речь идет о суммах порядка 2 миллиардов долларов ежегодно. Но, опять же, я скажу, это не официальные оценки. Понимаете, у нас же российская экономика – это очень странная вещь. Она
заключается в том, что главная цель и главная функция российской экономики – это приватизация доходов и, наоборот, национализация убытков. Вот в случае с Крымом он прекрасно показывает именно это. Да? Само присоединение обошлось, я думаю, в копейки на общем фоне, но после этого ежегодно порядка 80-85% бюджета Крыма обеспечивается федеральными дотациями. То есть, по минимальным оценкам туда идет не меньше 200 миллиардов рублей в год, то есть около 3 миллиардов долларов. Восстановление Донбасса, если говорить о том, чтобы восстановить его до украинских показателей, оно будет стоить очень дорого, и оно абсолютно не нужно. Просто потому, что Россия имеет гораздо более выгодную добычу угля в Кузбассе и в других местах, и донецкий уголь абсолютно не конкурентоспособен на российском рынке. Поэтому восстановить Донбасс с его угольной, допустим, промышленностью, по большому счету невозможно. Поэтому восстановление Донбасса, оно сведется только к тому, чтобы устранить последствия войны, чтобы улучшить, возможно, там жилищный фонд, восстановить те объекты, которые были разрушены, и создать какую-то минимальную экономику. Опять-таки, для этого нужно будет искать те точки, на которых она может быть основана. Но угольная промышленность, в которой Украина была заинтересована, сейчас такой точкой роста стать уже не может. Надо понимать, что регион понес огромные потери за эти годы. Да? И здесь история о том, кому он остался нужен. Понимаете, все вот эти такие темные территории, непризнанные, да, будь то там Южная Осетия, будь то Абхазия, будь то Приднестровье, да, будь то вот эти районы Донецкой, Луганской областей, это такие черные дыры, и по которым никто объективно не может сказать, сколько будет нужно средств, чтобы их восстановить. И сколько будет косвенные издержки, связанные с этим восстановлением. Да? Потому что теоретически допустить, там, все будет что-то там появляться, вкладываться, они будут конкурентами других предприятий. Да? Где-то будут потери. Сейчас в современном мире очень легко разрушить инфраструктуру, разрушить какую-то территорию, а восстанавливать ее будет очень трудно. Признание ДНР и ЛНР – опасная игра со стороны российской власти. Оно может привести к большим последствиям для всех нас. Хотя, как заметили наши эксперты, это и лучше, чем настоящая война с Украиной. Приведет ли этот шаг к прогрессу в переговорах России с НАТО или, наоборот, запрет нашу страну под новым железным занавесом? Мы уже скоро увидим. Я буду внимательно следить за событиями, а вы подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые важные ролики.